Военная техника направляется к границе иракского Курдистана с Ираном. Власти курдистанского региона заявили, что переброска осуществляется исключительно в целях усиления охраны государственной границы на фоне растущей напряженности вокруг Ирана и возможной эскалации в приграничных районах. По данным газеты «Вашингтон-Пост», президент США Дональд Трамп якобы заявил курдским лидерам, что им необходимо сделать выбор между Соединенными Штатами и Ираном. По информации издания, курдские силы пока не приняли окончательного решения относительно поддержки возможных действий США против Ирана. Лидер Курдской демократической партии Масуд Барзани на просьбу Трампа о возможном вторжении в Иран ответил, что дело не в том, у кого больше активных вооруженных формирований, а в том, у кого больше поддержки изнутри. По словам высокопоставленного чиновника Патриотического союза Курдистана, американская просьба к иракским курдам заключается в том, чтобы открыть путь и не препятствовать иранским курдским группам, мобилизующимся в Ираке, а также предоставить им логистическую поддержку. Сообщается, что в ходе переговоров с лидерами курдского меньшинства в Иране и соседнем Ираке Трамп предложил широкую воздушную поддержку со стороны США и другую помощь антирежимным иранским курдам для возможного захвата части западного Ирана. Источник, знакомый с содержанием разговора с лидером Патриотического союза Курдистана Бафелем Талабани, заявил, что Трамп дал понять, курды должны выбрать сторону в этом противостоянии, либо поддержать США и Израиль, либо Иран. Позднее Вашингтон-Пост также сообщила, что США предложили курдским силам военную поддержку в случае их согласия выступить против иранских властей. В состоявшихся на этой неделе телефонных разговорах с курдскими лидерами Трамп, как утверждается, предложил обеспечить поддержку со стороны американских вооруженных сил, включая прикрытие с воздуха. На этом фоне Иран заявил о попытке наземного вторжения на западных границах страны. По данным Министерства информации Ирана, террористические сепаратистские группировки намеревались при поддержке врагов США и Израиля проникнуть на территорию страны с западных границ и совершить теракты. Тегеран утверждает, что в ходе ответных действий значительная часть позиций и ресурсов этих группировок была уничтожена, и им был нанесен серьезный урон. Агентство Reuters сообщает, что Дональд Трамп заявил о поддержке возможного наступления иранских курдских сил против правительства в Тегеране. По словам президента США, он считает замечательным, что курдские формирования готовы к подобным действиям, однако не уточнил, будет ли Вашингтон напрямую оказывать им военную помощь. По данным источников агентства, проамериканские курдские силы в Ираке уже формируют подразделения, которые потенциально могут войти на территорию Ирана. Тем временем президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с заявлением, в котором поблагодарил курдское население страны за поддержку. «Я выражаю свою признательность гордым и достойным людям Курдистана, которые поддерживали Иран в эти исторические дни. Я разделяю скорбь семей погибших и пострадавших в этих инцидентах. Губернаторы и вооруженные силы, как гаранты безопасности, обязаны решительно противостоять любым сепаратистским действиям», — отметил он. Одновременно израильские источники утверждают, что армия Израиля пытается создать условия, при которых иранские курдские вооруженные группы смогут активизироваться на северо-западе Ирана. По данным Bloomberg, высокопоставленный израильский военный чиновник заявил, что предпринимаются усилия для того, чтобы обеспечить курдским вооруженным силам достаточную уверенность и безопасность, позволяющую им поднять восстание против властей в Тегеране. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу NBC заявил, что Тегеран не боится возможного сухопутного вторжения США и даже ожидает его, считая, что подобный шаг станет для Вашингтона катастрофой. Он также подчеркнул, что Иран не просит о прекращении огня и не видит причин вести переговоры с США. По его словам,
Иранская политическая система продолжает функционировать, несмотря на гибель верховного лидера. Аракчи добавил, что в настоящее время Иран не намерен закрывать Ормузский пролив. Однако по мере продолжения войны будут рассматриваться все возможные сценарии. На фоне этих событий представитель иранской оппозиции Реза Пехлеви выступил с обращением, призвав к так называемой «революции льва и солнца». По его словам, режим Исламской Республики утратил легитимность, а единственной законной альтернативой является переходная система власти. Он призвал бывших и действующих чиновников Ирана, чьи руки не запятнаны кровью народа, признать волю общества, отказаться от поддержки действующего режима и присоединиться к переходному процессу. В то же время в политических и медийных кругах обсуждаются различные сценарии будущего устройства Ирана, включая возможность формирования новой системы власти после завершения нынешнего кризиса. На фоне военных действий в регионе звучат и ироничные комментарии о том, что Дональд Трамп хотел бы лично участвовать в определении будущего руководства страны. Дополнительным фактором напряженности стали события вокруг Нахичевани. После ударов по этому региону в ряде азербайджанских СМИ вновь заговорили о так называемом Южном Азербайджане, утверждая, что нынешний кризис может стать историческим шансом для политических перемен в иранских северо-западных провинциях. Отмечается, что нынешняя военная кампания против Ирана заметно отличается от конфликта, который летом 2025 года получил название «12-дневной войны». Тогда основной целью ударов была иранская ядерная инфраструктура, тогда как сейчас, по мнению некоторых аналитиков, США и их союзники стремятся ослабить саму систему власти, оказывая давление на политическое руководство и силовые структуры страны. Эксперты отмечают, что остается открытым вопрос, возможно ли добиться смены режима исключительно военными ударами. Однако очевидно, что политическая система Ирана проходит беспрецедентное испытание на устойчивость. Речь идет не только о военном противостоянии, но и о внутреннем социально-политическом напряжении. По мнению наблюдателей, независимо от исхода нынешнего кризиса, Иран вряд ли выйдет из него в прежнем виде. Некоторые комментаторы считают, что возможные изменения могут затронуть и положение национальных меньшинств в стране. В частности, в дискуссиях упоминается тема прав азербайджанского населения Ирана, включая вопросы использования родного языка в образовании, судебной системе и культурной сфере. Однако аналитики подчеркивают, что любые серьезные политические изменения в стране могут произойти только при наличии значительного внутреннего давления и участия различных социальных и этнических групп. Оставляйте свои комментарии и подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе самых свежих и важных новостей из мира и с Ближнего Востока.